Интересно, Ватсон, что вы скажете об этой трости? Можно подумать, что у вас на затылке глаза. Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет. Он видит ваше отражение в кофейнике. Джеймсу Мортимеру, МРС, от его друзей по CCH, и дата 1884 год. А каким вы представляете себе владельца этой трости? Я думаю, что этот доктор Мортимер медик средних лет. Я склонен думать, что это сельский врач. Почему? Потому что его трость, некогда весьма недурная, так сбита, что я не могу представить ее в руках городского врача. Потом надпись. Я полагаю, что буквы CH означают, по всей вероятности, охотничий клуб. Дорогой Ватсон, вы в совершенстве познали мой дедуктивный метод. Но, увы, ваши выводы в большинстве ошибочны. Такое подношение врач мог получить скорее от какого-нибудь госпиталя. Буквы CCH наводят на мысль, что это был Чаринг-Кросский госпиталь. Вполне может быть, вполне может быть. Пойдем дальше. Врач с солидной практикой вряд ли бы оставил Лондон. Скорее, это был куратор или практикант. Он переехал за город 5 лет назад. Об этом говорит дата на надписи. И поэтому, дорогой Ватсон, ваш солидный пожилой врач испарился, а вместо него возник симпатичный молодой человек, лет 30, нечестолюбивый, рассеянный, потому что именно такой человек мог просидеть целый час у нас в гостиной и к тому же забыть свою трость. Ну и очень любящий свою собаку, которая, судя по отметинам зубов на трости, крупнее терьера и мельче мастифа. Ну, что касается последнего пункта, то его нельзя проверить. Элементарно, друг мой. Это кокер-спаниель. Кокер? Кокер-спаниель, говорите? Именно кокер.
Значит, именно Кокер. Мистер Холмс, явился вчерашний посетитель. Вчера он забыл палку, сегодня пришел с собакой. Какое счастье. А я все думал, где я ее оставил? Здесь или в пароходстве? Подарок Да, от Чаринг-Кроссского госпиталя. да, от коллег ко дню свадьбы. Ой, как скверно-то, а. Я никак не ожидал, мистер Холмс, что у вас такой удлиненный, такой череп и такие выпуклые надбровные дуги. Ваш череп мог бы послужить украшением любого антропологического музея. Я польщен. Считаю вас вторым по величине европейским экспертом. Интересно. А кто, по-вашему, имеет честь быть первым? Месье Бертильон пользуется авторитетом у людей с научным складом мышления. Но как практик вы не знаете себе равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, я не позволил себе излишней. Так, самую малость. У меня в кармане лежит рукопись. Рукопись старинная. Середина 18 века. Если не подделка, конечно. Поразительно. Как вы узнали? Разговаривая со мной, вы все время показываете мне краюшек рукописи. Дюйма 3. Я датирую ее 1740 годом. 42-й. Эта фамильная реликвия отдана была мне на сохранение сэром Чарльзом Баскервиллем, внезапная и трагическая смерть которого так взволновала весь Девоншир 3 месяца тому назад. Я был не только врачом, но и личным другом сэра Чарльза. Он был человек властный, умный и весьма практический. Однако относился серьезно к этому документу. Рукопись совсем короткая. Если позволите, я прочту ее. Много есть свидетельств о собаке Баскервилей. Но являясь прямым потомком Хьюга Баскервилля и будучи наслышан о сей собаке от отца своего, а он от моего деда, я положил себе записать сию историю. И хочу, дети мои, чтобы вы уверовали, нет столь тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить молитвой и покаянием. Случилось так, что наш предок Хьюга полюбил, если так можно назвать его, темную страсть, полюбил дочь соседа-фермера. В глухую ночь он прокрался к ферме, зная, что отец и братья девицы в отлучке, украл ее, спрятал в верхних покоях замка, а сам стал пировать с дружками внизу. Страх довел девицу до того, что она отважилась на отчаянный поступок. Выбралась по карнизу, спустилась по плющу на землю и побежала через болото к отчему дому.
Вскоре Хьюго оставил гостей, чтобы уединиться с пленницей. Но обнаружил, что клетка опустела, и птичка вылетела на волю. И тогда его обуял дьявол. Хьюго приказал спустить собак. Псы понеслись, он вскочил в седло и поскакал за сворой по болотной тропе. Собутыльники не сразу уразумели, из-за чего поднялась суматоха. Потом сели на коней и присоединились к погоне. Проехав милю или две, пьяные сквайры увидели собак. Свора, славившаяся свирепостью, жалобно визжала, теснясь к ногам лошадей. Всадники остановились. В факельном свете открылась лужайка, посреди которой лежала бездыханная девица. И вдруг волосы зашевелились на головах протрезвевших гуляк. Над растерзанным телом Хьюго стояло мерзкое чудовище. Огромный черной масти зверь, сходный видом с собакой. Чудовище повернуло к ним свою окровавленную пасть и сверкнуло горящими глазами. Никто не помнил, как вернулся домой. Провидению припоручаю я вас, дети мои, и заклинаю: остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. По-вашему, это не интересно, мистер Холмс? Интересно. Для любителей древностей. Хорошо, мистер Холмс. Вот номер Девонширской хроники от 14 января этого года, где помещен краткий отчет о событиях, связанных со смертью сэра Чарльза Баскервилля. Смерть сэра Чарльза Баскервилля, возможно, у кандидата от партии либералов на предстоящих выборах произвела очень тяжелое впечатление на весь средний Девоншир. Будучи холостым и бездетным, сэр Чарльз не раз выражал намерение еще при жизни облагодетельствовать своих земляков, и у многих из здешних жителей есть личный повод оплакивать ее безвременную кончину. Основываясь на данных медицинской экспертизы, присяжные на дознании вынесли вердикт: скоропостижная смерть. Ну и что? Спокойно, Снупи. Я не верю здесь ни единого слова! Там, в Тисовой аллее, когда я осматривал тело покойного, я обнаружил следы. Мужские или женские? Это были следы огромной собаки. Кроме вас, этих следов никто не видел. Они были в шагах в 30 от тела. На них просто не обратили внимания. Я бы сам ничего не заметил, если бы не вспомнил легенду. Вы говорите, что следы очень большие. Огромные. Но к телу сэра Чарльза они не приближались. Нет. Если я вас правильно понял, в глубине аллеи есть калитка. Да, и эта калитка ведет на болото. Теперь, доктор Мортимер, еще один важный вопрос. Это были единственные следы, кроме следов Баскервилля? Нет, там были следы дворецкого Берримора. Он первым обнаружил труп. Чрезвычайно интересно. Еще один вопрос. Калитка была закрыта? Не только закрыта, но и заперта на висячий замок. А около самой калитки было что-нибудь обнаружено? Трудно было что-нибудь разобрать на утоптанном снегу. Сэр Чарльз, по-видимому, простоял у калитки минут 5-10. Почему вы так думаете? Потому что пепел дважды упал с его сигары. Вы осмотрели тело? Никаких признаков насилия.
А вскрытие? Вициум кордис. Угу. Застарелый органический порог сердца. Мы займемся этим делом. Мистер Холмс, есть некая область, где бессильны сыщики и полиция. Местные жители рассказывали мне, что еще до трагической смерти сэра Чарльза видели на болотах чудовищные привидения. Они слово в слово повторяют описание того пса, о котором говорится в легенде. Верьте мне, вся наша округа охвачена ужасом. Я борюсь со злом по мере моих скромных сил, но выступать против самого прародителя зла было бы несколько самонадеянно с моей стороны. О чем вы меня, собственно, просите? А я вас пока еще ни о чем не просил. Зачем же вы пришли сюда, доктор Мортимер? За советом. Скажите, как я должен поступить с сэром Генри Баскервилем, который прибудет на вокзал Ватерлоо ровно через 1:15? Это наследник? Да, он прибудет из Канады. Других претендентов на наследство нет. Сэр Генри – последний из рода Баскервилей. Ждем вас вместе с наследником. И не пугайте сэра Генри раньше времени. Мой покойный супруг говорил, что это самый подробный атлас Британии. Здесь, в этом томе, вы найдете Девоншир. Благодарю вас. Вы очень внимательны. Да, это верно. Что же, ваш посетитель опять забыл свою трость? Вот место, которое нас интересует. В середине находится Баскервиль-холл. Заметьте, окруженный лесом. Тисовая аллея здесь не обозначена, но я думаю, она идет параллельно болотам справа. А вот это небольшая группа строений, деревушка Гримпен, где, как я понимаю, находится штаб-квартира нашего нового знакомого доктора Мортимера. Примерно в 14 милях отсюда, вот здесь, Принстаунская каторжная тюрьма. Ого. Жилых строений очень немного, и повсюду между ними простирается болото. Глухое местечко Ватсон. Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не выходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это верно, Ватсон. О, вы кто? Я миссис Хатчинсон. Очень приятно. Здрасте, здрасте. Не, это седло, я его тут оставлю. Вы ступайте, ступайте, ступайте. Здравствуйте, джентльмены. Приветствуем вас в Великобритании. Спасибо, мистер... Здравствуйте, мистер Холмс. Я вас узнал. Вы знаете, легенды о ваших подвигах дошли до нас за океаном. А вы доктор Ватсон.
Вы знаете, я не знаток литературных стилей, но то, что вы пишете... Ах, вы мои дорогие, я так счастлив! Только очень жарко в Лондоне. Вы знаете, я выехал 2 недели назад и обшел дождь со снегом, а тут просто какие-то тропики. Ваша трость. Боже мой, как я... Проклятая счастлив, когда вас забывчивость. вижу. Добрый день. Как вас встретила страна ваших предков? Великолепно. Загадками. Письмо. Да. Я получил очень странное письмо. Причем у меня никого знакомых в Лондоне, и тем не менее письмо оказалось у меня в номере. Шерлок Холмс. Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. М? Анонимная. Слова торфяных болот написаны чернилами. Доктор Мортимер, что вы обо всем этом думаете? Ну что ж, на этот раз, по-моему, нет ничего сверхъестественного. Но, может быть, тот, кто посылал это письмо, верит в то, что это сверхъестественная история. Какая история? Мне кажется, джентльмены, что вы знаете что-то больше, чем я, поэтому я хотел бы... Сэр Генри, в свое время мы вовсю вас посвятим. Понял. Верьте моему слову. А сейчас, джентльмены, давайте займемся этим любопытнейшим документом. Слова, конечно, взяты из передовицы «Таймс». Ватсон, у нас есть вчерашний вечерний «Таймс»? Я читал вчерашнюю «Таймс». Там нет ни слова о приезде сэра Генри. И не могло быть ничего, потому что только что Сэр приехал. Генри, скажите, доктор Мортимер, вы можете отличить череп негра от черепа эскимоса? Это мой конек. Надбровные дуги, лицевой угол и строение челюсти. У меня тоже есть свой конек. Дело в том, что Боргес на шпонах, которым набираются передовицы «Таймс», для меня также отличается от слепого шрифта дешевых вечерних листков, как для вас череп негра от черепа эскимоса. Понимаю. Шрифт «Таймс» ни с чем невозможно спутать. Значит, кто-то вырезал ножницами. Маникюрными ножницами. Но почему последние слова написаны от руки? Это элементарно, Ватсон. Просто в передовице таких слов не было. Что вы еще можете сказать об этом? Ну, кое-что еще сказать можно. Буквы наклеены неровно, из этого я заключаю, что автор письма спешил и волновался. И потом мне совершенно ясно, что письмо написано в гостинице. Почему? Видите ли, доктор Мортимер, собственное перо и чернильницу редко доводят до такого безобразного состояния. Сэр Генри. Сэр Генри. А? Что? Теперь ваша очередь. Скажите нам, с вами больше ничего необыкновенного не случалось в Лондоне? Нет. Мистер Холмс, я ведь только приехал в Лондон. Ах, доктор Ватсон, вы знаете, я ведь большую часть детства и юности провел в Соединенных Штатах, в Канаде. Там и учился. Слушайте, у меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось, у меня же ботинок пропал. А? Сэр Генри, ваш башмак найдется. Нет, я думал, может быть, интересно. Просто засунули куда-нибудь и все. Нет, вы не подумайте, что мне жалко, джентльмены. Просто я только вчера купил их на стенде и даже ни разу не успел надеть. Вы выставили за дверь новые ботинки? Нет, они были просто светло-коричневого цвета. И я не очень люблю этот цвет, и поэтому оставил там записку, чтобы их помазали черной ваксой. Ну, черные, чтобы были. Но почему вы не купили черные ботинки? Почему, сэр Генри?
А что в этом странного? К чему вы клоните? Что вы хотите этим сказать, доктор Ватсон? А? Ватсон, это становится любопытным. Взгляните направо. Попробуем рассмотреть этого человека. Черт возьми, он нас заметил. Что это за человек? Понятия не имею. Вы хоть разглядели его лицо? Бороду заметил. Я тоже, и скорее всего она фальшивая. Соглядатый? Я думаю, да. За Баскервилем следят с самого его приезда в Лондон. Иначе откуда бы они знали, что он остановился в отеле Нортумберленд? За кого меня принимают в этой гостинице? За дурачка? За дурачка? Если этот болван не найдет мой башмак, я устрою грандиозный Добрый скандал. день, джентльмены. Все еще ищете свою пропажу? Здравствуйте, Холмс. У меня тоже есть чувство юмора, но это переходит всяческие границы. Вчера у меня пропал новый башмак, а сегодня стащили старый. Да ни в одной стране, ни в одной гостинице мира со мной не происходило ничего более странного и нелепого. Здравствуйте, Ватсон. Доброе утро. Доктор Мортимер, вы заметили, что сегодня утром, когда вы вышли от нас, за вами следили? Следили? Кто? Этого я вам, к сожалению, не могу сказать. Лучше постарайтесь вспомнить, нет ли у вас ближайших соседей в деревне или знакомых, кто носил бы бороду. Впрочем, у Берримора, дворецкого покойного сэра Чарльза, такая окладистая борода. А где он сейчас? В Баскервиль-холле. Дом оставлен на его попечение. Это легко проверить. Мы сделаем так. Пошлем 2 телеграммы. Одну в Баскервиль-холл Берримору. Готовы ли приезду сэра Генри? Другую начальнику почт в Девоншире с просьбой вручить телеграмму Берримору в собственные руки. А в случае его отсутствия вернуть телеграмму сюда, в гостиницу. Кстати, что он из себя представляет? Это 5-е или 6-е поколение Берриморов, которое живет в Баскервиль-холле. Но сэр Чарльз что-нибудь ему оставил по завещанию? Да. Ему и его жене было завещено по 500 фунтов. А Берримор знал об этом раньше? Да, сэр Чарльз любил говорить о своих распоряжениях на случай смерти. Очень интересно. Надеюсь, вы не станете подозревать всех, кто получил по распоряжению сэра Чарльза. Мне он тоже кое-что оставил. Около 1000 фунтов. А
В какой сумме исчисляется все наследство? 1 миллион. Дорогой доктор Мортимер, за такой куш любой может начать рискованную игру. Да. Теперь мне совершенно ясно, что если доктор Ватсон согласится составить вам компанию, сэру Генри будет значительно спокойнее в Баскервиль-Холле. Как? Но вы же знаете, Ватсон, что меня в Лондоне задерживают срочные дела. Вы будете писать мне ежедневные отчеты, ну а если случится кризисное положение, я, конечно, вырвусь к вам на помощь. Пока у нас есть только одна зацепка. Кэпман? Да. Жаль, что мы не успели заметить его номер. Не мы, а вы, дорогой друг. Здравствуйте, батлер. Здравствуйте, сэр. Помнится, у вас работал мальчуган по имени Картрайт. Он проявлял большую сообразительность. Да, сэр. Он и сейчас у меня работает. Можно его позвать? Картрайт. И разменяйте мне, пожалуйста, 5 фунтов. Здравствуйте, мистер Холмс. Рад вас видеть, Картрайт. Дайте мне, пожалуйста, справочник лондонских гостиниц. Вот это список 23 гостиниц в районе Чаринг-Кросса. Да, сэр. Смотрите внимательно и запоминайте. Запомнили? Да, сэр. Вы обойдете подряд все эти гостиницы, и в каждой будете давать швейцару по 1 шиллингу. Прошу вас, сэр. Благодарю вас. Вот вам Картрайт, 23 шиллинга. Вы скажете, что вам необходимо просмотреть мусорные корзины, куда вчера выбросили бумаги. Объясните это так. Одну очень важную телеграмму доставили не по адресу. На самом деле вы будете искать статью в номере «Таймс», изрезанную ножницами. Вот эта статья. Запомнили? Да, сэр. Прекрасно. Швейцары пошлют вас к коридорным. Этим коридорным вы еще дадите по 1 шиллингу. Еще 23 шиллинга. Шансы невелики, но будем надеяться на удачу. На всякий случай еще 10 шиллингов. Вечером телеграфируйте мне на Бейкер-стрит, как дела. Это все. Слушаюсь, сэр. А теперь нам остается запросить телеграфом о Кэбмене номер 2704. Прошу вас. Мне сказали в конторе, что по этому адресу интересовались номером 2704. Я 7-й год езжу, никогда никаких жалоб не слышал. Дай, думаю, сам зайду. Пусть мне в глаза скажут, в чем я таком провинился. Вы ни в чем не виноваты, любезнейший. Наоборот, если вы будете отвечать на все вопросы, которые вам зададут в этом доме, вы получите от меня полсуверена. Я вас прошу за мной, пожалуйста, сюда. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Добрый день. Добрый день, сэр. Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам 2 джентльменов. Что ж я могу рассказать, когда вы сами все знаете лучше меня? Опишите его наружность. Одет аккуратно, борода черная. Больше я, пожалуй, ничего сказать не могу. Цвет глаз. Вот это я не приметил.
2 телеграммы, доктор Ватсон. Спасибо. Обошел 23 гостиницы, к сожалению, изрезанной страницы не нашел. Картрайт. Только что сообщили Берримор дома, Баскервиль. Обе мимо. Может быть, вы еще что-нибудь заметили? Мой седок сказал, что он сыщик и не велел болтать. Интересно. Когда он вам об этом сообщил? Когда расплачивался, А больше он ничего не сказал? он назвал свою фамилию. Замечательно. Ватсон, готовьте еще полсуверена. Как его фамилия? Шерлок Холмс. Здравствуйте, Перкинс! Здравствуйте, доктор Мот. Это Перкинс. Да, хорошо. Здравствуйте, милорд. А, Новый хозяин приехал. Перкинс, что это? Из Принстаунской тюрьмы убежал арестант, сэр. Вот уже 3-й день, как его разыскивают. Выставили сторожевых на всех дорогах. Да пока все без толку. А кто же он? Полоумный Селдон, который совершил убийство в Нортинг-Хилле. Такой ни перед чем не остановится. Это вам не какой-нибудь мелкий воришка. Вот и Баскервиль-Холл. Скажите, Мортимер, а дядя умер в этом парке? Нет, в Тисовой аллее. Она там, с другой стороны. Да, места выглядят невесело, джентльмен. Ну ничего, не пройдет и полугода, я думаю, провести сюда электричество. Вы что-нибудь слышали о фонарях в 1000 свечей? Это изобретение Эдисона и Свена. Добро пожаловать, сэр Генри, в Баскервиль-Холл. Нет, Берримор, вы ошиблись. Эраре хуманиум эс. Санкта Симплицитас. Доктор сказал по латыни. Человеку свойственно ошибаться. Я ваш новый хозяин, Берримор. Ну что ж. Приблизительно так я и представлял себе родовое гнездо. Вот тут мои предки прожили 5 веков. М? Когда прикажете подавать обед, сэр? Простите, как вас... Берримор. Скажите, Берримор, а когда вообще у вас принято обедать? Вечером? Мы потерпим? Мы потерпим. Сэр Генри,
Мы с женой будем счастливы остаться здесь на первых порах. Но при новых порядках вам, вероятно, потребуется большой штат. А что вы называете новыми порядками, Берримор? Сэр Чарльз вел уединенный образ жизни, весьма скромный. Вы, как я понимаю, собираетесь жить иначе. Насколько мне известно, ваши предки, Берримор, жили в течение нескольких веков в Баскервиль-Холле. И я вовсе не намерен с первых шагов менять установившиеся традиции. Ну, все-таки здесь как-то мрачновато. М? Да. Трудно представить себе, что вечером эта комната навевала на нас такое уныние. Нет. Я думаю, комната ни при чем. Полагаю, мы сами во всем виноваты. Приехали усталые, измученные. Вот нам и показалось здесь все таким мрачным. За ночь мы отдохнули, я лично прекрасно выспался, и все остальное кажется веселым. Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. Послушайте, Берримор, сэр. простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо. Мясо будет к обеду, милорд. Однако нельзя все приписывать только нашему настроению. Вы не слышали полночь? Чей-то плач, по-моему, женский. Вам тоже показалось? Вы знаете, я решил, что мне просто почудилось. Действительно, где-то в полночь я проснулся, мне показалось, что кто-то плачет, но я решил, что это во сне. Нет, я совершенно ясно слышал и уверен, что плакала женщина. Так мы сейчас узнаем. Берримор. Берримор, пойдите, пожалуйста, сюда. Скажите, а кто мог в замке ночью плакать женским голосом? В замке всего две женщины, милорд. Одна посудомойка, но она живет в том крыле, а вторая моя жена, но, уверяю вас, она не плакала. Я думаю, нам послышалось. Конечно, сэр. Я доставил телеграмму мистеру Берримору, как и было указано. А кто ее относил? Мой сынишка. Джеймс, Да, ты доставил телеграмму в Баскервиль-Холл мистеру Берримору? да. И вручил ее ему самому? Нет, мистер Берримор был где-то на чердаке, и я вручил телеграмму его жене.
А самого мистера Берримора ты не видел? Нет, сэр, я же сказал, что мистер Берримор был где-то на чердаке. Мгм. А откуда ты узнал, что он там был? Но жена-то должна знать, где он. Ведь телеграмма доставлена. А если произошла какая-нибудь ошибка? Пусть мистер Берримор сам жалуется. Доктор Ватсон. Вы простите мою смелость, мы здесь народ не церемонный, поэтому не дожидаемся официальных представлений. Вы, может быть, слышали обо мне от нашего общего друга, доктора Мортимера. Я Степлтон из Мэри Питхауса. Очень приятно. Очень приятно. Мы сидели у Мортимера, он мне показал вас из окна, когда вы проезжали мимо. Я решил представиться самолично. Ну, как сэр Генри? Мы здесь все очень боялись, что после печальной кончины сэра Чарльза наследник не захочет здесь жить. Надеюсь, эта история не внушила в нем такого панического, суеверного страха. Какая история? Это легенда о чудовищной собаке, которая преследует якобы род Баскервилей. Вы знаете о ней? Да, знаю. А мистер Шерлок Холмс? Доктор Ватсон, ваши интересные рассказы об известном сыщике проникли в наши края. А поскольку вы здесь, значит, мистер Шерлок Холмс заинтересовался этим делом. А мне любопытно узнать его точку зрения. Шерлок Холмс в настоящее время занят другими делами. Угу. Поэтому вы ведете расследование. Доктор Ватсон, если вам нужна моя помощь, я в вашем распоряжении. Благодарю вас. Я гощу в доме сэра Генри и не нуждаюсь ни в чьей помощи. Всего доброго. До свидания. Правильно. Осторожность прежде всего. В Лондоне я принял решение одеваться как истинный англичанин. Поэтому все эти канадские чемоданы спрячьте куда-нибудь подальше. И, кстати, если вам пригодится что-нибудь из вещей, посмотрите, может быть, вы возьмете себе. Благодарю, это излишне. Хотите, я вам подарю эту шубу? Нет, Я прошу вас, возьмите, она может вам пригодиться. Сэр Генри, не слушайте его, сэр Генри. И, конечно, если вы хотите нам подарить эту шубу, то мы с удовольствием возьмем. Вы так добры, сэр Генри. Вы весь вашего покойного дядюшку, нашего несчастного хозяина, добрейшего сэра Чарльза. Джон, ты же прекрасно знаешь, что она может кому-нибудь понадобиться. Я молчу, он все равно ничего не понял. Это нам подарили. Вы гуляли, Ватсон? А мы вот с Берримором багаж разбираем. Скажите, Берримор, вы получали телеграмму от сэра Генри из Лондона о приезде? Получал, сэр.
Мальчик передал ее вам в собственные руки? Да. То есть нет. Я был в это время на чердаке, и телеграмму мне передала жена. Вы сами написали ответ? Нет. Но я сказал жене, что ответить, и она... Благодарю вас. Прошу вас, уезжайте в Лондон. Немедленно уезжайте. Но почему я должен уезжать? О, ради бога, поверьте моему слову. Не требуйте объяснений. Уезжайте, чтобы ноги вашей не было на этих болотах. Но почему? Почему? Брат идет. Не говорите ему ни слова. Рад приветствовать вас. Ах, это ты, Берил. Ты запыхался, Джек? Я погнался за замечательным экземпляром, Циклопедис. Но у меня с собой ничего нет. Очень жаль. Вы уже познакомились? Да, уже. Я говорила сэру Генри, что еще рано любоваться красотами наших болот. Орхидеи еще не зацвели. Как ты думаешь, кто перед тобой стоит? Нет, нет. Не награждайте меня чужими титулами. Я всего лишь друг сэра Генри, доктор Ватсон. Доктор Ватсон.
Значит, мы говорили с вами, не понимая друг друга. Доктор Ватсон, познакомьтесь с моей сестрой. Я приняла доктора Ватсона за нашего соседа, а ему, вероятно, безразлично, цветут орхидеи или нет. Теперь вы знакомы с моей сестрой, и мы требуем, чтобы вы посетили нашу ферму и немедленно. Благодарю вас. Прошу. Странное мы место выбрали, где поселиться. И все-таки нам здесь хорошо. Правда, Берил? Да, очень хорошо. Прошу вас. У меня была школа в одном из северных графств, но судьба обернулась против нас. В школе вспыхнула эпидемия, и 3 мальчиков умерло. Нам так и не удалось поправить свои дела, и большая часть моего состояния безвозвратно потеряна. И все-таки, если бы не разлука с моими дорогими мальчиками, я бы радовался этой неудаче. Ибо для человека с моей страстью к ботанике и зоологии тут непочатый край работы. Просто непочатый. Жить здесь скучно не столько вам, сколько вашей сестре. Нет, я не скучаю. Что у нас сегодня с завтраком? Кофе в этом доме варю только я. Только я. Минутку. Извините меня за глупую ошибку, доктор Ватсон. Прошу вас, забудьте все, что я вам говорила. К вам это не имеет никакого отношения. Я передам ваше предостережение сэру Генри. Вы придаете моим словам слишком большое значение, доктор Ватсон. Смерть сэра Чарльза потрясла нас с братом. Мы часто встречались спокойно. Он любил гулять по тропинке, которая ведет к нашему дому. Вот. А теперь меня беспокоит приезд наследника сэра Чарльза. И я считал нужным предупредить его об опасности, которая ему угрожает. А в чем же, по-вашему, эта опасность? А вы знаете предание собаки? Я не верю в этот вздор. А я верю. Мне показалось, что вы не хотели, чтобы вас слышал ваш брат. Мой брат не хотел бы, чтобы Баскервиль-Холл пустовал. Это может повредить бедному люду, который живет здесь, на болотах. Он страшно рассердился бы, если бы узнал, что я стараюсь как-то повлиять на сэра Генри. Мы заняты научной работой, у нас большая библиотека и очень интересные соседи. Доктор Мортимер, очень начитанный человек в своей области. Вот несчастный сэр Чарльз. Тоже был интересный собеседник. Прошу вас. Да. Мы с ним были близки. Я вам даже не могу передать, что для нас это утрата. Прошу вас. Благодарю вас. Что вы скажете? Может быть, нам нанести визит сэру Генри? Ему это не помешает? Я думаю, он будет рад познакомиться с вами. Вы все пишете и пишете, а ваш друг все не едет и не едет. Шерлок Холмс. Да, тут без него не разобраться.
Темная история, сэр. Очень темная. Добрый день! А, добрый день. Приветствую вас! Какие замечательные места! Эти болота никогда не промелькаются. А сколько тайн хранят? Мы приехали сюда год-два назад, после приезда сэра Чарльза. Но я натуралист, и я уже обследовал каждый здесь уголочек. А вот это Гримпинская трясина. Вот попади туда человек или животное, один неосторожный шаг, и все, конец. А я проникал в самое сердце Гримпинской трясины и возвращался живой. Вот так. Вот так. А вон, видите эти холмы? Там маленькие островочки, там такие растения разные, и бабочки, такие всякие. Когда-нибудь я обязательно тоже попробую пройти туда. Ради бога, выбросьте это из головы. Забудьте об этом, потому что ваша гибель будет на моей совести. Вы оттуда живым не выйдете. Я почему позволяю себе туда ходить? Потому что у меня есть целая своя система разных всевозможных примет. Тише. Слышали? Странные эти болота. Что это такое? Фермеры утверждают, что так воет собака Баскервилей, когда ищет свою жертву. Сегодня что-то очень громко. Но вы же образованный человек. Как вы объясняете эти звуки? Ну, болота иногда издают странные звуки. То ли ил опускается, то ли вода поднимается. Нет. Это был голос живого существа. Может быть. Вам никогда не приходилось слышать, как выпь кричит? Да. Что-то давно не видно нашего общего знакомого, доктора Мортимера. Он копается в каких-то могилах. Рад видеть вас в здравии и добром расположении духа. Какие новости, доктор Ватсон? К счастью, никаких. Ах, а я весь в переживаниях. С одной стороны, у меня большая радость. Я раскопал курган в длинной низине, обнаружил там череп доисторического человека. Для меня это большой праздник. А мистер Фрэнклин, местный сутяга, собирается подать на меня в суд за то, что я разрыл могилу без согласия на то ближайших родственников погребенного. Вот вы смеетесь, сэр Генри, а мне не до смеха, потому что ведь в наших английских законах при желании можно найти и такую статью. А мистер Фрэнклин мастер на эти дела. Иной раз по 7-8 тяжких ведет Мистер одновременно. и мисс Степлтон.
Приветствуем вас в Баскервиль-Холле. Вы, очевидно, часто бывали в этом доме. А мы вот с сэром Генри чувствуем себя здесь как гости. Да, мы часто бывали здесь. Сэр Чарльз был очень гостеприимен. Ваш дядюшка был душой нашего общества. Вы надолго приехали в наши края? Я думаю, я теперь уже отсюда никуда не уеду. Послушайте, Ватсон. Что? И что это все? Она сказала, что еще рано любоваться красотами болота. Орхидеи еще не зацвели. А что она вам еще сказала? Она сказала, что беспокоится из-за приезда наследника. То есть вас. Не, ну, мне интересно, а что она еще сказала про орхидею? Знаете, это такая... Орхидеи. Они еще не зацвели. Орхидеи еще не зацвели? Что бы это значило? Не зацвели, и все. Что вы здесь делаете, Берримор? Ничего, сэр. Это окно. Я всегда проверяю на ночь, заперто ли. Даже в башне? Да, сэр, во всем доме. Послушайте-ка, Берримор, довольно изворачиваться. Что вам здесь понадобилось? Я ничего дурного не делал, сэр. Я только посветил свечой в окошко и
А для чего вы светили свечой в окошко? М? Не спрашивайте меня, сэр Генри. Не спрашивайте, клянусь вам, это не моя тайна, если бы это касалось только меня, клянусь вам... Видимо, это условный знак. В каком смысле? В прямом. Сейчас мы проверим, будет ли на него ответ. Ватсон, вы видели? А? Какой негодяй. Берримор, это же сигнал. Кто ваши сообщники? Это мое дело. Кто ваши сообщники? Это мое дело. Говорите немедленно. Оно касается только меня, и я ничего вам не скажу. В таком случае вон отсюда. Вы уволены. Вон отсюда, Берримор. Слушаюсь, сэр. Видно, ничего не поделаешь. Я выгоню вас с позором. Берримор. Столько веков наши предки жили под одной кровлей. И теперь вы замышляете что-то против меня. Нет, нет, сэр, не против вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот, Элиза, чего ты добилась? Нас увольняют. Можешь пойти и собрать вещи. Я добилась. Нет, вы только послушайте, что он говорит. Сэр Генри, я вам лгать не буду. Впрочем, если в этом и есть что-то дурное, то, поверьте, мой муж это сделал только ради меня. Его избаловали с детских лет, ему потакали во всем. И, конечно, он вообразил, что ему все дозволено, что весь мир существует только для его удовольствия. Ватсон, я не когда понимаю он подрос, ничего. то в него словно бес вселился. Он разбил материнское сердце и смешал семейное имя с грязью. Чем дальше, тем хуже и хуже. От преступления к преступлению. Что его спасло от виселицы? Только милость Божья. Я ничего не понимаю. Сэр Генри, если бы вы только знали, какой это был чудный ребенок. Я вам могу показать его портрет в Да не детстве. надо Это ничего был показывать, ангел, я не- настоящий ангел. Он просто попал в дурную компанию. Ее девичья фамилия Селдон, сэр. Ну, очень хорошо, я знаю. Ну и что? Селдон ее младший брат. Значит, убийца Селдон ваш брат? Да, сэр. Он погибает на болоте от голода. Джон подает ему знак, что еда приготовлена, а он показывает, куда ее принести. Вот и все. Мы каждый день надеемся, что он уйдет, но пока он здесь, мы не можем его Я бросить. ничего не понимаю, пожалуйста, не Ну, понимаю конечно, ничего. надо, сэр, Брат, Генри, надо было голодный. сказать вам об этом Какой раньше. обед Я может быть на болоте? Ну, забери. Я ничего не не понимаю надо ничего. говорить. Заберите А я эту говорю, женщину, Джон, надо сказать Берримор. Сэру Генри, это Не хочу я это все слушать. Послушайте, доктор, я ничего не понимаю. Все-таки объясните мне, о чем они сейчас тут говорили? На болоте прячется ее брат, убийца Селдон. Они его кормят. Да что вы говорите? Очевидно, огонь только отсюда и виден. Удивляюсь, какому не страшно. Как вы думаете, это далеко отсюда? Миль 2, не больше. Послушайте, давайте его поймаем. Давайте. И все кончится. Не кончится. Вы что-нибудь с собой прихватили? У меня хлыст. А мне револьвер. Стойте здесь, а я пойду налево. А что бы сказал Холмс, помните, в ночное время, когда сила зла...
Ватсон, что это? Это была собака? Говорят, здесь так кричит какая-то птица. Ну, вы же сами знаете, что это похоже на собаку. Иногда болота издают такие звуки. Ну, что же, зачем же вы? Что же вы меня ребенком считаете? Скажите мне правду, это же собака, Ватсон. Местные жители говорят, что так воет собака Баскервилей. Ну, правильно. И когда дядя помер, там же были собачьи следы. Вернемся домой. Вернемся. Ой. Что это? Селдон. Там еще один. Вам тоже плохо, Ватсон?
Ваш завтрак, милорд. Ой, что вы кричите всегда, Берримор? Ну что кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже мой. Я очень удивился, милорд, узнав, что вы собирались поймать Селдона. Уверяю вас, мне не хотелось бы наводить на его след. Ему и без того несчастному плохо. Ой, ну при чем здесь вы? Скажите мне, пожалуйста. При чем здесь вы? В конце концов, не вы, а ваша жена сказала нам всю правду. И то после того, как мы на нее нажали как следует. И все-таки согласитесь, он же убийца. И подумайте, в округе нету нигде поблизости жилища, каково мистеру Степлтону и его сестре. Если что-нибудь случится, им даже неоткуда ждать помощи. Уверяю вас, Селдон совершенно не опасен. Собирается в Южную Америку и ждет парохода. Его уже искать перестали. Ну, конечно, если вы сообщите полиции, то... Да, но если он совершит что-нибудь до отъезда. Сэр, он сидит на болоте, тише воды, ниже травы. Я не понимаю, как он не боится этой собаки на болоте? Просто... Боится, очень боится. Послушайте, Берримор, дружище, не обижайтесь. Мы же не собираемся, в конце концов, доносить ни в полицию, ни властям, так что можете быть спокойным. Да благословит вас Бог, сэр. Вы так добры, Ой, сэр Боже, Генри. опять. Вы так добры к нам. Может быть, я напрасно так долго молчала. Может быть, полиция это тоже было бы интересно. Но когда в деле замешана женщина, тут надо действовать осторожно. А если речь идет о достойных людях, то ничего хорошего из этого не может получиться. А нашему несчастному хозяину, вашему дядюшке, добрейшему сэру Чарльзу, уже ничем нельзя помочь. Правда, я каждый день убираюсь в его кабинете. И даже на следующий день после его смерти я смахнула пыль из бюро, из мраморного бюстика, Вы из нашли каминной что-нибудь полки. в кабинете? Вы только не подумайте, что я рылась в его бумагах, сэр. Я никогда не роюсь в его бумагах. У меня нет такой привычки рыться Вы в чужих что-нибудь бумагах, нашли? сэр. Я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. Почему? У него было свидание с женщиной. Откуда вы знаете? Я нашла в глубине камина обгорелое письмо. Совершенно случайно, сэр. Вы ничего дурного не подумайте, Ну, пожалуйста. так что? Можно сказать, пепел, сэр. Я разобрала в конце только несколько слов. Умоляю вас, как только женщина может умолять джентльмена, будьте у калитки в 10 часов вечера. Вы сохранили этот отрывок? Нет, сэр. Он рассыпался у меня в руках. Что еще? Подпись. Подпись? Да, подпись. 2 буквы, сэр. Л. Л. Вот выглянуло солнышко, и нам как будто нечего бояться. Скажите, пожалуйста, вы, очевидно, знаете здесь всех. Ну, по крайней мере, взрослое население округи. Думаю, что да. Тогда вы, вероятно, назовете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой ЛЛ. Такие инициалы никому не подходят. Хотя, постойте. Есть некая Лора Лайонс. А кто она такая? Дочь Фрэнклинда. Ах, Фрэнклин, да. Да-да. Спасибо, что напомнили. С хорошей погодой. А? Здравствуйте, дорогой Ватсон. Вы шли на почту? Да, в другой раз. Я так давно вас не видел. Что нового, кроме погоды? Я вас тоже давно не видел. Где пропадали? Много работы. Весной болеют чаще. Много исследований. Вожусь в своей могиле. А потом, пока вы здесь, я совершенно спокойно за Баскервилля.
Да и концы не маленькие. Садитесь, я вас подвезу. Спасибо, коллега. Снупи! Ну как ваша тяжба? Какая тяжба? Вы говорили, что какой-то местный сутяга хочет подать на вас в суд за сквернение могил. Фрэнклин, совсем полоумный старик. Спустил все свое состояние на судебные издержки. Надеюсь, что у него не хватит пороху на меня. Он живет здесь, у болот. Совсем один? Один как перст. У него нет детей? У него есть дочь, Лора. Лора Фрэнклин? Совершенно верно. Она вышла замуж за художника по фамилии Лайонс. Он приезжал сюда на этюды. А потом беспардонно бросил ее. Сама Лора покатилась по наклонной плоскости. Чем она живет? Фрэнклин вряд ли ей дает что-нибудь, так как его дела находятся в плачевном состоянии. Каковы бы ни были ее прегрешения, нельзя же позволить, чтобы она скатывалась все ниже и ниже. Поэтому соседи, Степлтон, я и сэр Чарльз, помогали ей. Дали возможность честно зарабатывать на жизнь. Мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. Снупи, стоять, Снупи! Стоять, Снупи, стоять! Извините меня, доктор, я должен догнать Снупи. Осторожно на болоте! Не в первый раз! Стоять, Снупи, стоять! Такое, господи. Это я запер, милорд. Ну так откройте, Берримор. Угу. Послушайте, Берримор, я давно у вас хотел спросить вот о чем. Этот ваш каторжник, этот ваш родственник на болоте, он что, действительно видел эту чертову собаку? Или все-таки это все сказки, а? Не видел, сэр, но слышал. Ну и что? Очень страшно. Только и мечтает поскорее убраться отсюда. Да. Чем обязан таким вниманием, сэр? Добрый день. Я доктор Ватсон. Вот езжу, осматриваю окрестности. Решил дать лошадям немного передохнуть. Фрэнклин, слышал я, что вы гостите в Баскервиль-холле. Вам, лондонскому сыщику, вероятно, будет интересно узнать одну забавную историю. Зайдемте ко мне. Выпьем по стаканчику вина. Благодарю. Получается, что я напросился. Получается. Ничего не попишешь. Меня не проведешь. Приемы сыщиков я вижу на 5 футов вглубь. Сегодня у меня торжественный день, сэр. Настоящий праздник. Я выиграл 2 судебных процесса. Теперь здешняя публика поймет,
что закон есть закон. В моем лице она имеет дело с человеком, который не побоится обрушить его возмездие на голову непокорных. Как же это вам удалось? Обратитесь к судебным архивам, сэр. Пожалуйста. Вы не пожалеете потраченного времени. Я горжусь тем, что у меня нет личной заинтересованности в этих делах. Я только выполняю общественный долг. Хотя мой дом стоит не в деревне, я чувствую себя членом общины. Я не одинок, сэр. Так ваша дочь живет вместе с вами? Грубо работаете, мистер Ищейка. Коли вам нужна эта распутница, могли бы действовать и похитрее. Чем я вас обидел, мистер Фрэнклин? Чем? А тем, что каждая особь мужского пола начинает поиск моей развеселой доченьки с меня, с одинокого старого несчастного отца. В Кумтрессе она живет. В Кумтрессе! Пожалуйста. Благодарю вас. Я имею удовольствие видеть миссис Лору Лайонс. Что вам угодно? Я доктор Ватсон из Лондона. Я имею удовольствие знать вашего батюшку. У меня нет ничего общего с моим отцом. Я ничем ему не обязана и не считаю его друзей своими друзьями. Нет, я не хочу сказать, что я друг мистера Фрэнклинда. Скорее наоборот. Что вам угодно? Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, вы знакомы были с сэром Чарльзом Баскервилем? Да, я многим ему обязана. Вы с ним переписывались? Не могли бы вы объяснить цель этих вопросов? Я действую по распоряжению племянника сэра Чарльза. Понимаю. Да, я писала ему раза два. Благодарила за великодушие и деликатность. Вы с ним встречались лично? Несколько раз, когда он приезжал в Кумтрессе. Странно. Очень странно. Вы редко с ним переписывались, редко встречались. Тем не менее, он был настолько посвящен в ваши дела, что даже оказывал помощь. Мне оказывали помощь очень многие джентльмены, зная мою печальную историю. Ну, например, доктор Мортимер или мистер Степлтон, близкий друг и сосед сэра Чарльза. Он проявил ко мне исключительную доброту. Кстати, он познакомил сэра Чарльза со мной. В своих письмах сэру Чарльзу вы настаивали на личном свидании. Я считаю этот вопрос неуместным, сэр. Простите, сударыня, но я вынужден повторить его. Хорошо, я отвечу. Конечно, нет. Даже в день смерти сэра Чарльза. Мне кажется, вам изменяет память. Я могу процитировать вам одну фразу из вашего письма. Умоляю, как только женщина может умолять джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10 часов вечера. Значит, нет на свете джентльменов. Почему вы назначили такой поздний час для встречи? Я узнала, что сэр Чарльз уезжает в Лондон на несколько месяцев. Что же было, когда вы пришли на свидание? Я не была там. Миссис Лайонс. Я не была там. Что же вам помешало? Это мое личное дело. Я не собираюсь посвящать вас в это. А почему вы настаивали, чтобы сэр Чарльз уничтожил ваше письмо? Если вы читали письмо, то я думаю, что вы сами должны догадаться об этом.
Письмо было сожжено. Сэр Чарльз исполнил вашу просьбу. Мне удалось прочитать только по скрипту. Вы назначили свидание с сэру Чарльзу в том самом месте и в тот самый час, когда его постигла смерть. Хорошо. Я расскажу вам. Мой муж, которого я ненавижу, не перестает преследовать меня. Закон на его стороне. И каждый раз мне угрожает опасность, что он вынудит меня к совместной жизни. Перед тем, как написать письмо сэру Чарльзу, я получила известие, что могу обрести свободу, но для этого мне понадобились бы деньги. Свобода же мне давала все: спокойствие, счастье, душевное самообладание. Решительно все. Я узнала, что сэр Чарльз был очень великодушным человеком и мог бы мне помочь. Почему же вы все-таки не пошли на свидание? Потому что я получила помощь из других рук. Ну что, как ваш родственник, Берримор? Все еще скрывается на болотах? Не знаю, сэр. Да скорее бы уж он уехал. Я ничего о нем не знаю. С тех пор, как отнес ему последний раз еду. А было это 3-го дня, сэр. Благодарю. И вы его тогда не видели? Нет, сэр, но я проверил, еды на месте не оказалось. Ну, раз еды не оказалось, значит, он там. Может быть и так, сэр, если эту еду не взял тот, другой человек. Какой человек? Сэр, там на болотах прячется другой человек. Вы его видели? Нет, сэр. А откуда же вы о нем знаете? Селдон видел его 2 раза. Вначале принял за полицейского, но потом... А где сэр Генри? Ушел гулять на болото. Куда? На болото.
Послушайте, Ватсон! Ватсон! Вы что, так и будете за мной все время ходить? Смотря куда вы идете. Если на болото, то да. Что вы за мной все время следите? Ведь вы знаете, какие мне даны указания. Да какие указания? Я что, не имею права ухаживать за девушкой, что ли? Сейчас мне ее братец наговорил, черт знает чего. В конце концов, чем я хуже других? Вы не хуже других. Надоело! Вы вполне имеете право. Доктор Ватсон. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Дайте лошадям передохнуть, доктор Ватсон. Вы частный сыщик, и я хочу с вами посекретничать. А мне кое-что известно. Наверное, опять браконьерство. Нет, друг мой. Тут дело гораздо серьезнее. А что, если оно касается беглого каторжника? А? Я собственными глазами видел, кто носит ему еду. Мужчина с бородой. Нет, представьте себе, еду носит ребенок. Он ходит одной и той же дорогой в одно и то же время. Спрашивается, кому? Каторжнику. Может быть, это сын какого-нибудь пастуха, который носит ему обед? Вам так кажется, сэр? Пойдемте, пойдемте. Вы увидите собственными глазами. Пожалуйста, вот сюда. Пожалуйста. Взгляните сюда. Скорей, скорей, доктор Ватсон. Смотрите сюда, пока он не скрылся. Ну что, прав я или нет? Да, действительно мальчик. Назло полиции я ни слова не скажу о нем. И вас, доктор Ватсон, тоже прошу, молчите. Понимаете?
Ни единого слова. О! Ватсон, присаживайтесь. Благодарю вас. Вы знаете, Ватсон, я решил поскорее убраться из этих мест. Правда, для этого мне придется ждать еще 3 месяца. Почему именно 3 месяца? Таково условие ее братца. Кстати, он был здесь недавно. С извинениями. С извинениями. Я люблю ее, Ватсон. И я никуда отсюда без нее не уеду. Эта женщина создана для меня. Понимаете? Правда, она тоже выражала всякие беспокойства по поводу опасности, которая мне здесь якобы грозит. И зачем ему понадобились эти 3 месяца? Черт ее знает. Не знаю. Пропал Снупи. Ушел на болото. Не вернулся. Ватсон, я уж никак не думал, что вам удастся обнаружить мое временное пристанище. А тем более не ожидал застать вас здесь. Это обнаружилось за несколько шагов до пещеры. Вы узнали мои следы? Если вы когда-нибудь захотите провести меня, сначала смените табачный магазин.
ваш окурок. Брэдли Оксфорд-стрит. С тех пор, как я легкомысленно позволил Луне светить мне в спину, я понял, что вы меня обязательно отыщете. Значит, я вас увидел тогда. Как же вы меня все-таки разыскали, Ватсон? Меня навел на след мальчишка. За ним здесь кое-кто наблюдает. А, старый джентльмен с подзорной трубой. Именно. Ну что, Ватсон, ездили в Кумтрессе? Да. Повидаться с Лорой Лайнс. Совершенно верно. Я рад, Ватсон, что наши розыски движутся по параллельным линиям. А я думал, Холмс сидит на Бейкер-стрит и занимается делом. Я хотел, чтобы вы именно так и думали. Но почему вам понадобилось скрываться от меня? Видите ли, Ватсон, если бы знали, что я здесь, это могло бы только повредить делу. Я привез с собой Картрайта. Помните этот мальчуган из рассыльной конторы? А, да-да. Он отлично меня обслуживает. Вы же знаете мои скромные требования, Ватсон. Кусок хлеба, чистый воротничок. Что мне еще нужно? Потом Картрайт. Это пара лишних глаз, весьма зорких, и пара ног весьма быстрых. Значит, я свои отчеты писал впустую. Нет, дорогой друг. Вот ваши отчеты. Упорство, наблюдательность, недюжинный литературный талант, который вы проявили в таком труднейшем деле, выше всякой похвалы. Дело, Ватсон, сложнейшее. Вы знаете, что между Степлтоном и Лорой Лайнс существуют тесные дружеские отношения? Нет, я ничего не знал об этом. Они встречаются, обмениваются письмами. Вообще у них царит полное согласие. Это хороший козырь в наших руках. Я думаю использовать его в игре против жены Степлтона. Его жены? Она не сестра его, а жена. Вы уверены в этом? Да. Тогда как он допустил, чтобы сэр Генри влюбился в нее? Любовь сэра Генри грозит бедой только сэру Генри. А любовь, Ватсон... Зачем такие сложности? Ну как зачем? Он рассчитал, что она ему будет полезнее в роли свободной женщины. Ну как вы узнали, что она его жена? В одной беседе с вами Степлтон так увлекся, что рассказал вам часть своей подлинной биографии. А найти в Англии учителя – самое простое дело. Я навел справки и узнал, что действительно в одной из частных школ Йоркшира произошла пренеприятнейшая история. Директор, фамилия вот была тогда другая, скрылся. Ну, а когда я узнал об увлечении Степлтона энтомологией, мне все стало ясно. Единственное, чего я опасаюсь, чтобы он не нанес удар первым. Поэтому, как я не рад вас видеть, мой дорогой друг, я все-таки предпочел бы, чтобы вы были не здесь, а рядом с сэром Генри. Да-да. Тихо. Где это? Где это кричат, Ватсон? По-моему, в той стороне. Нет, это там. Это собака. Зачем я медлил? И вы тоже хороши, Ватсон.
Черт возьми. Вот, Ватсон, теперь нам придется доказывать, что смерть обоих Баскервилей связана с собакой. Никогда не прощу себе. Доказывать, что он не упал со скалы и не разбился. Доктор Ватсон? Что с сэром Генри? Это не сэр Генри. А кто же это? Это Селдон, каторжник. А где сэр Генри? А почему именно сэр Генри? Он должен был зайти сегодня к нам. Когда я услышал крики на болоте, очень испугался за него. Вы ничего не слышали, кроме криков? Нет. А вы? Нет, я тоже ничего. Тогда почему вы спрашиваете? Доктор Ватсон, вы по-прежнему не верите в собаку? А вы, мистер Холмс? Добрый вечер. Добрый вечер. Я Степлтон. Мы вас заждались. Надеюсь, ваш приезд к нам прольет свет на все эти таинственные события. Всякое расследование должно опираться на факты, а не на слухи и впечатления. Я уезжаю в Лондон с неприятным осадком в душе. Как, вы завтра уезжаете? Да, к сожалению. Мистер Холмс, дорогой! Здравствуйте, мистер Холмс. Я так счастлив, что вы приехали. Добрый вечер, Ватсон. Вы знаете, мистер Холмс, я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе. Дело трудное и запутанное. Я думаю, скоро все выяснится. А я очень надеюсь на вас, мистер Холмс. Не хотите ли немножко чуть-чуть выпить? С удовольствием. А, доктор? Может быть, капельку я... Ну, как угодно. Это не суеверие, мистер Холмс. Я сам так думал, что это суеверие, но это никакое не суеверие. Мы послушали с Ватсоном, это такой ужасающий вой. Вы знаете, если вам удастся поймать это животное и посадить его на цепь или надеть намордник на него, я буду считать, что вы величайший сыщик в мире. Мне было важно, чтобы вы убедились, что это действительно собака. Это собака, я убедил. Мистер Холмс, это собака. Но даже если это не собака, я вам должен сказать, это что-то ужасающее. Ватсон, вы снимаете... Прекрасное вино. И прекрасные портреты. Мистер Холмс. У вас были очень красивые предки, сэр Генри. Я ничего не понимаю в этой живописи, и бог с ней совсем. Я не об этом хотел поговорить. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Можно я уеду отсюда? Здесь очень страшно, честно слово. Ну, хорошо, хорошо. Вот этот портрет Кистинеллера. А это, если я не ошибаюсь, Рейнольдс. Вы плохо выглядите, Генри. Вам нужно больше гулять. Гулять, да? Здесь. Да меня и Ватсон никуда не пускает. Ходит за мной с утра до ночи.
Да, кстати, мистер Холмс, а давайте пойдем сегодня в гости. Тут недалеко живут одни мои знакомые, вы не знаете. Это естествоиспытатель мистер Степлтон с сестрой. Мы бы там могли замечательно весело провести время. Да, я в этом не сомневаюсь. Тем более, что сегодня на болоте мы нашли труп человека с переломанной шеей. И оплакивали вас. Меня? Это каторжник Селдон. Кстати, на нем была ваша шуба. Ну так это, видимо, из тех вещей, которые я подарил Берримору. Именно. Вообще, сэр Генри, я должен был бы давно арестовать всю вашу веселую компанию за сообщничество. Ай-яй-яй, боже мой, бедная миссис Берримор. А вот это Вильям Баскервиль, член палаты общин. Еще при Пите. Замечательный портрет. Берримор! Берримор! Слушаю, сэр. Послушайте, Берримор. А чей вот это портрет? Это родственник? Кто это, Берримор? Родственник. Это сэр Хьюго Баскервиль. Портрет работы 17 века. Послушайте, Берримор, приготовьте, пожалуйста, комнату мистеру Холмсу. И прошу вас, Берримор, перестаньте запирать все время этот шкаф. Вы меня ставите в неудобное положение. Прошу вас. Вот он, Хьюго. Проклятие рода Баскервилей. Ватсон, посветите мне, пожалуйста. Вы ничего не замечаете? Силы небесные. Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. Он, оказывается, тоже Баскервиль. Благодарю вас. А вы что, Баскервиль, не любите овсянку? Ой, ненавижу. А потом я берегу аппетит. Я приглашен сегодня к Степлтонам на обед. Надеюсь, вы пойдете со мной. Они очень гостеприимные люди. К сожалению, мы с доктором Ватсоном не сможем составить вам компанию. Сразу же после завтрака мы уезжаем по срочному делу в Лондон. В Лондон?
Вот именно. Как в Лондон? Я поеду с вами. Вы что, хотите, чтобы я остался здесь один? Вы останетесь. Вы обещали во всем меня слушаться, и вы останетесь. Но вы же обещали пойти со мной вместе к Степлтону. Доктор Ватсон напишет Степлтоном извинительную записку. Приказ второй. Вы отправитесь в гости на коляске, отпустите ее назад и скажете Степлтону, что вернетесь домой пешком. Что? Что вы хотите, чтобы я шел через болото один? Ватсон, так вы сами запрещали мне там даже гулять. Вы можете идти совершенно спокойно. И главное, Баскервиль, если вам хоть немножко дорога ваша жизнь, никуда не сворачивайте с тропинки. Это ответ Лестрейда на мою утреннюю телеграмму. Он приезжает дилижансом в 5:40. Нам может понадобиться помощь полиции. Вы его встречаете, дорогой друг? А я должен успеть нанести визит вашей старой знакомой, Лори Лайонс. Меня зовут Шерлок Холмс. Я расследую обстоятельства смерти Чарльза Баскервилля. Мой друг, доктор Ватсон, передал мне все, что вы ему сообщили об этом. Остается выяснить то, о чем вы умолчали. О чем же я умолчала? Вы признались доктору Ватсону, что вызвали сэра Чарльза к калитке к 10 часам вечера. А мы знаем, что сэр Чарльз умер в это время и в этом же месте. Вы умолчали о связи между этими двумя фактами. Между этими двумя фактами не существует никакой связи. Речь идет о преднамеренном убийстве. А улики таковы, что под следствием может оказаться ваш друг мистер Степлтон и его жена. Его жена? Особа, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена. Его жена. Но ведь он холостяк. Вот фотография супружеской четы, снятая 4 года назад в Йорке. На обороте надпись «Мистер и миссис Ванделер». Я надеюсь, вам знакомы эти лица. Если вам, конечно, приходилось встречаться с этой женщиной. А вот официальный документ, подписанный 3 весьма уважаемыми людьми. Это описание мистера и миссис Ванделер, содержащих частную школу Сент-Оливер. Прочтите, у вас отпадут всякие сомнения. Я понимаю, как вам трудно говорить об этом, миссис Лайонс. Давайте сделаем так. Я буду рассказывать вам ход дела, а вы поправите меня, если я допущу какую-нибудь неточность. Письмо было написано по наущению Степлтона. Да. Он сказал вам, что сэр Чарльз берет на себя расходы по вашему бракоразводному процессу. Да. А потом отговорил идти на свидание.
Он сказал, что перестанет уважать самого себя, если деньги на процесс даст кто-нибудь другой. Потом он поклялся, что, несмотря на свою бедность, отдаст последние пени, чтобы расстояние, которое разделяло нас, исчезло. Вы узнали о смерти сэра Чарльза только из газет? Да. И Степлтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагаемом свидании? Да. Он сказал, что смерть сэра Чарльза была при таких странных обстоятельствах, что если узнают об этом письме, подозрение падет на меня. Степлтон в любой момент может разделаться с вами, как с ненужной свидетельницей. Миссис Лайонс, последние несколько месяцев вы ходите по краю бездны. Крупное дело? Давно такого не было. Мы прочистим вам горло от лондонского тумана. Вы с оружием лезете? Ну, раз на мне брюки, значит, и задний карман на них есть. А раз задний карман есть, значит, он не пустой. Да, мистер Холмс, места здесь невеселые. А что это за огонек? Это Мэри Питхаус, конечная цель нашего путешествия. А теперь, джентльмены, прошу вас ступать как можно тише и говорить шепотом. Прекрасно, джентльмены. Эти камни послужат нам прикрытием. Здесь и будем ждать? Да, устроим засаду. Ватсон, вы бывали в доме? Вам знакомо расположение комнат? Что это там за окна справа? Это кухня. А вот то ярко освещенное. Столовая. Пойдите, посмотрите, что они там делают.
Если сэр Генри не появится через 15 минут, тропинку совсем затянет туманом. И вообще мы стоим слишком далеко. Это рискованно. Его могут настигнуть раньше нас. Тихо. Кажется, идет. Вот она. Сэр Генри, с привидением, которое преследовало ваш род, покончено навсегда. Что это было? Как вы себя чувствуете, сэр Генри? Простите, сэр Генри, что мы подвергли вас такому страшному испытанию. Фосфор. Странная смесь, совершенно без запаха. Состав преступления теперь налицо. Там кто-то есть. Вот сюда. Мерзавец. Холмс. Да. Где ваш коньяк? Какой мерзавец. Он убежал. От нас не убежит. Я не про мужа. Сэр Генри спасся. Да. А собака? Убита. Он может быть только в одном месте. В самом центре Гребенской трясины есть островок, на котором когда-то был рудник. Там он держал свою собаку.
Узнаете Ватсон этот ботинок? Его родной брат сгорел в камине гостиницы «Нортумберленд». Два башмака, какие разные судьбы. Вот все, что осталось от Снупи. А как он славно лаял у нас на Бейкер-стрит. А вот и фосфор. Какая страшная смерть. Темпор мутантур, et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Вот теперь и вы, мой пациент. Я этому рад. Теперь вы настоящий диванширец, мужественный человек, хозяин Баскервиль-холла. Скоро мы сядем на корабль и поплывем вокруг света, через 3 океана и 16 морей. Кругосветное путешествие – лучшее лекарство для англичанина. Мы не сядем на грязный пароход. Мы сядем на прекрасный 5-мачтовый корабль и поплывем. И вернемся здоровыми. Ну что ж, я рад, что вы целы и невредимы. Скотланд-Ярд всегда будет стоять на страже вашей безопасности, уважаемый Баскервиль. Собака убита. Мерзость какая. Все позади. И я с легким сердцем покидаю ваш гостеприимный дом. Ну Всего вот. хорошего. А потом, когда мы переехали сюда, они остались в Лондоне. Очень вкусная каша. Мы очень любим овсянку. А потом она уехала за океан и прислала мне длинное письмо. Родился у них мальчик. Назвали они его Генри. Мальчик заболел, а потом стал кушать овсянку и вырос большим, здоровым и красивым. Мы тоже будем есть овсянку и скоро будем сильными и здоровыми. Мы очень любим овсянку. Да. Посмотри, как мы любим овсянку. Скоро будет тепло. Мы будем Фамильный портрет не лгал. Этот мнимый Степлтон действительно из рода Баскервилей.
Он сын младшего брата сэра Чарльза, Роджера Баскервилля, который давно переехал в Южную Америку. Там этот негодяй женился на некой Берил Гарсия, одной из красавиц Коста-Рики. Украл казенные деньги, бежал в Англию, переменил фамилию на Ванделер и открыл частную школу в Йоркшире. Меткий выстрел инспектора Лестрейда в Диваншире. Это правда, мистер Холмс? Истинная правда, миссис Хадсон. Это правда, доктор Ватсон? К сожалению, да. Почему, к сожалению? Тайм считает, что это лучший инспектор Скотланд-Ярда. Как человек, лишенный воображения, Лейстерт нам очень пригодился. И в конечном счете сэр Генри ему обязан жизнью. Как вы были правы, Ватсон, это запутанная история. Слепая вера старого Баскервилля в легенду подсказала преступнику идею сделать из собаки исчадие ада. Сэр Чарльз сам рассказал Степлтону их семейное предание и таким образом встал на свой смертный путь. Степлтон знал, что у сэра Чарльза плохое сердце и что сильное потрясение может его убить. Так оно и случилось, когда у калитки вместо Лоры Лайнс старик увидел это пугало. Но появление наследника, сэра Генри, заставило Степлтона начать все сначала. Моя роль скромна. Дело покатилось непредсказуемым ходом. Мешался беглый каторжник, да и страстная любовь сэра Генри также не поддавалась логическому анализу. Для меня по-прежнему загадка, как Степлтон собирался доказать свои права на наследство. Но эту тайну нанес с собой в глубину Гримпинской трясины. Вряд ли его несчастная жена знает подробности. К ее чести, Ватсон, надо сказать, что она всячески сопротивлялась убийству. А Лора Лайнс? Она не похожа на наивную женщину. Что заставило ее стать слепым орудием в руках негодяя? Реальная подоплека или опять-таки мистическая сила? Кто знает, дорогой Ватсон, кто знает.